рисуй, я бой, аккорд, он, на пол, любовь, давай. Хочешь сделать рэп, попробуй что-нибудь другое. Сначала вырасти до тебя, но слишком высоко. Рисуй, я боль, аккорд, он, любовь, давай. Хочешь сделать рэп, попробуй что-нибудь другое. Сначала вырасти до тебя, но слишком высоко. Привет. Как потусовались? Слушай, да, нормально. Было довольно весело, куча народу. Это мой кореш Русик, смотрит скейт-видосики. Раньше очень часто старались, сейчас намного меньше стали уже. Почему? Больше катаюсь. Доски Union, я катаюсь за бренд Union. Вот. А как давно они у тебя? Это где-то 4 года назад, то есть и следующие доски появлялись через год. Такая. Вот. И вот в прошлом году мне больше всего понравилась такая вот досочка. Это твой портрет. Да. Также мы недавно начали делать доски Haunted. А что за хантед? Haunted — это, объединение уличной культуры ребят. У нас есть Гринч, который украл Рождество. У нас есть хромовая доска. Самый главный человек в Haunted Family — это Олег Кизару. Он читает рэп. Мы катаемся на скейтах. Я, Ромик, Русик. Также есть ребята, которые рисуют граффити, есть ребята, которые дерутся. Тёма Тарасов. Вот. Потом я катаюсь за DC. На самом деле я очень благодарен, что получилась такая возможность получать весь этот став бесплатно. К примеру, одни кеды, да, ты в них катаешься, недели 3-4, и они стоят 7 тысяч, 8 рублей. Вот, допустим, доска 4-5 тысяч. И все вот так выходит. А что у тебя вот за кубки стоят? Откуда они? Эти первые кубки, это в основном с России. Эту пробку мне вручили в Китае. Там много всяких медалек с контестов. Первые, вторые места тоже. Дальше больше. Give it up for Konstantin Kavanaugh. Был, наверное, год 2005-2006. Мы с моим одноклассником после школы что-то гуляли по детской площадке. И вдруг я смотрю, и лежит вот так вот скейт. Я такой: о, да ладно, скейт. Беру после первого прыжка, когда я сделал олли, я подумал: все, я очень хочу кататься на скейте. Старался в основном смотреть, как катаются мои кореша там на районе. Валера Филиппов, Тёма Бабмен, Егор Самсонов, Витя Григорьев, Пискаревка Гэнг, респект. Так и начали двигаться. А вот здесь, на Черной речке, мы катались даже в -20, когда не было крытых скейт-парков. Роллеры, скейтеры или BMXеры, они высматривают на улице перила, ступеньки, граньки. Даже, к примеру, эта лавка, на которой я сижу, для вас это просто место, чтобы посидеть, а для меня место, чтобы сделать новый трюк. Лет 9 или 10 назад на этом месте находилась скейт-комната. Она называлась так, потому что там было очень мало места.
но мы все равно как-то катались, делали трюки. Пропускал тут свою учебу. Я клал учебники в чехол утром вместе со скейтом. И говорил маме, что я иду учиться, а потом я поеду кататься. Но я ехал сразу учиться, учить трюки. Мы проезжали мимо этого места, я его даже не узнал, потому что тут раньше стоял скейт-парк НАФ. Это, наверное, один из самых лучших крытых скейт-парков в Питере был. Были очень крутые времена. Костя в детстве был интересным ребенком, за ним было интересно наблюдать. Годика в 2-3 он очень любил играть с молотком. Это была его любимая игрушка. Очень важно найти себя в жизни и заниматься тем делом, которое ему нравится, да, которое он любит, когда он чувствует, что это его, вот этим и надо заниматься. Я видела, что для него существуют вещи гораздо важнее, чем вот то, что я считаю важным на данный момент. Поэтому я видела, насколько это серьезно для него, потому что он смотрел на меня таким прямым, уверенным взором, что поняла, что мне нужно вставать просто на сторону сына, что нужно его во всем поддерживать, потому что по-другому никак. Ну, так как это травматичный вид спорта, я, конечно, больше всего переживаю то, что будут какие-то травмы. Допустим, ты там очень хочешь сделать трюк, ты все пытаешься, как бы тебе, в принципе, не важно, что у тебя там болит, не болит. Я остался в Америке еще на неделю, чтобы снять бенгинг в Берриксе. Там я приезжал, ломал по 2 доски за день, уставал. Последние дни я просыпался, мне ходить больно было. Все очень хорошо сложилось. Перед отлетом я доснял полностью бенгинг. То есть, если у тебя есть желание, флаг тебе в руки, как говорится. Желание самое главное. Как Формула-1. Пойду чекну новую досочку. Было намного меньше денег в индустрии. Мы делали сами граньки. К примеру, берешь 2 поддона в длину, 2 в высоту, лист фанеры и уголок железный. Появилась Федерация скейтбординга России. И они делают довольно классные движения, большой им респект. Строят новые скейт-парки, устраивают соревнования. У нас межсезонье, всего там 5 или 6 месяцев в году, когда мы можем кататься на улице. Давайте уйдем из жести. Она классная, но предлагаю поехать в класс на Веденскую. That's what I thought you said. Now let me offer this as a rebuttal. Yeah, whoa, 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 yeah, whoa, whoa, yeah, whoa, yeah, whoa. На моем аккаунте я прибавлю нулей на своем аккаунте. Сука, это хаун, твои люди вау. Я прибавлю нулей на своем аккаунте. Ко мне едет шау, на последний аут. Сладкая как бау, едем с ней на файт. Она не скажет бай, она в черном платье. Мне не нужен кэш. Для меня очень важна поддержка. То есть, это помогает тебе собраться, сосредоточиться. Поэтому, когда рядом кореша, они тебе хлопают, орут, это вообще только придает тебе хайп, и ты, начинаешь быстрее делать трюки, мне кажется. Есть такая тема спортивный интерес, то, что, тебе хочется побороть кого-то. Но в первую очередь нужно веселиться и получать удовольствие от этого.
ну что, погнали? Конечно, полетели. Поехали. Эй, бич, я холод речь афиш. Теперь я вижу то, Добрый день. Здравствуйте. Можно мне капучино большой? Капучино гранде. Мне только баксы. Здравствуйте. у меня все тип. Она хочет лип, знает, кто здесь биг босс. Делай проворот, это рэп-переворот. Первый мой тур, наверное, был в году 2012-2013 в Китай. Ну, я имею в виду первый тур за границу. Была моя первая поездка, и я вообще, конечно, в шоке был, потому что это мой первый выезд за границу, и уже так далеко в Китай. Обычно в Европе, там, в России, в Америке ты снимаешь трюк, да, всем, ну, там пару людей могут остановиться, посмотреть, но в основном все мимо проходят. А там они просто, у них собирается толпа на улице. Это как цирк вообще. Ну, конечно, больше всего мне понравилась поездка 2 года назад в Америку, когда я жил там 3 месяца. Спасибо большое Диме Копчику за то, что у меня есть такая возможность приехать в Калифорнию и остаться в доме у своего кореша. Мне там очень понравилось. Прям какая-то большая деревня с идеальными бетонными спотами и скейт-парками. Мы ездили в Union Южный тур. У нас было 4 города, мы ездили на минивэне, на Dodge Caravane. В нашем случае это если ты ездишь по России, то откатываешь демо-выступления, устраиваешь контесты и снимаешь трюки на улице. Мы со временем начали поднимать российский скейтбординг, и когда приезжаем на соревнования, все нам рады и там дают пятюню. То есть у нас очень много друзей, которые катаются там, с Европы, с Бразилии, с Америки. Мы все друг друга знаем. По классике. А чего вы так долго? Вы же раньше выехали. Че, как всегда? И мне кажется, всегда нужно следовать своей мечте, потому что если ты действительно очень этого хочешь и прилагаешь все усилия, то ты обязательно добьешься этого. Я вот пару лет назад построил на даче мини-рампу. С детства мечтал, была, вот осуществил. Небольшой пример. Ромик гасит, трюки делает. Давай! Вау, круто! Ой! Нормально? Я так люблю скейтбординг, потому что он делает меня свободным. Тебе не нужен никакой тренер, тут только ты и доска. И тот момент, когда ты уезжаешь с суперсложного трюка, весь ссадинах, уставший, не сравнится ни с чем. И мне кажется, скейтбординг — это хороший способ оставить вклад о себе как в России, так и во всем мире.